Вот такой сладкий плов в лаваше мы сегодня приготовили. Хрустящий лаваш, а внутри рассыпчатый рис с сухофруктами и орехами. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить сладкий плов с рисом, сухофруктами в лаваше по нашему семейному рецепту, как готовили в Армении у нас дома. Для начала перечислю ингредиенты, которые нам нужны для нашего плова, а также подробный рецепт я напишу в описании под видео, чтобы вам было удобно сохранить и готовить по такому рецепту. Для начала нам нужно взять рис басмати. Вот такой вот у нас рис, пропаренный, видите, вот такой. Длиннозерный пропаренный рис сорт басмати. А также нам понадобится еще сухофрукты. Мы взяли вот такие вот сухофрукты. У нас тут белая черешня, курага, инжир, изюм и орехи. Хочу уделить внимание изюму и черешне белой. Это мы были, помните, в Армении у тети Нарине на ее производстве. Видео есть у нас на канале, как у них производятся вот такие вот сухофрукты без сахара, натуральные сухофрукты. Если вам интересно, перейдите по ссылке, которую я оставлю в описании под видео, посмотрите, я думаю, вам очень будет интересно. Для начала нам нужно промыть рис, поэтому мы пересыпаем рис вот в такую миску, вот так. И заливаем водой. Вода у нас холодная. Мы вот так вот заливаем и промываем 3-4 раза до прозрачного цвета. Это мы делаем и для того, чтобы промыть рис от пыли, и второе для того, чтобы смыть крахмал, чтобы наш рис был более рассыпчатый и красивый в нашем плове, чтобы не было каши, знаете, вот такой вот. Сначала у нас вот такого цвета вода, промываем до тех пор, пока вода не будет прозрачная. Далее промываем изюм. Видите, я взяла тут в основном белого сорта изюм. Темного сорта мне не нравится в плове, так как изюм окрашивает плов и некрасиво получается. Поэтому лучше брать вот таких вот светлых сортов. Мы пересыпаем в миску. Моя помощница будет помогать. Да, Ани? Примахтикас. Спасибо, что ты мне помогаешь. Как всегда, она всегда хочет помогать мне. Вот так пересыпаем. А изюм нам нужно промыть теплой водой, градусов 38-40. Для того, чтобы, опять же, смыть пыль и что-то лишнее будет на изюме. Прежде чем промывать, обязательно я заранее перебрала изюм. Заливаем теплой водичкой, я уже нагрела в чайнике. И отдельно в другую миску мы отправляем курагу и белую черешню. Но опять же, все эти сухофрукты мы берем по вкусу. Если что-то вам не нравится, можно не использовать из каких-то сухофруктов. Белая черешня, можно вишню использовать также. Но я преимущественно всегда беру светлые сухофрукты. Примахтикас, мерси. И еще несколько инжира возьмем. Тоже необычный такой вкус придаст нашему плову. Все, ткана герика, мерси. И эти сухофрукты также заливаем теплой водой. И оставляем на 10-15 минут. Потом будем высушивать с помощью бумажного полотенца. Вот так вот рис мы промывали 5-6 раз. Видите, вода вот такого цвета у нас.
Дальше нам нужно слить воду, и я покажу, что мы будем делать. Для того, чтобы убрать лишнюю жидкость от риса, я отправила на некоторое время рис на вот такое вот ситечко. Видите, стекает еще вода. За это время я прогрела сковородку. Наливаем подсолнечное масло. И нам нужно будет поджаривать рис на подсолнечном масле. И еще немного мы добавим сливочного масла. И это даст нашему плову вот такое обжаривание, рассыпчатость. И отправляем сюда сливочное масло. Вот так. И сразу же отправляем рис. И поджариваем. Теперь уже как подсушиваем рис. Где-то будем жарить приблизительно 5-7 минут. Я вам покажу, до какого состояния мы будем жарить рис. Вот так. Периодически перемешиваем. Чтобы полностью каждая рисинка хорошо подсушилась. Вот так. На среднем огне, не на большом. И вот так постоянно помешивая, жарим вот до такого состояния. Смотрите, как рассыпчатого. И вы почувствуете такой приятный аромат. Уже можно заливать водой. Получается, у нас здесь полкилограмма риса. На полкилограмма риса мы будем использовать литр воды. Вода у нас горячая. И вот так заливаем. Вот так. И присаливаем. Солить нужно по вкусу. Приблизительно где-то 2 чайные ложки. Можно попробовать рис на свой вкус. Вот так. Перемешиваем. И варим рис до готовности. До того момента, пока не испарится полностью вся жидкость. На медленном огне. Пока у нас варится рис, как раз изюм хорошо промыли. И теперь на бумажном полотенце вот так вот выкладываем и высушиваем. И точно так же курагу, инжир, вот они, как красиво выкладывает. А примахчикас, молодец. Видишь, как красиво получается? И потом нам нужно будет обжаривать эти наши сухофрукты с орехами. Вот так. Высушенный изюм и черешню мы отправили вот в такое блюдо, а курагу и инжир нам нужно нарезать. Вот если курага крупная, мы нарезаем на 3 части, вот такими полосками, вот так вот. Если курага мельче, значит на 2 части. И точно так же, и точно так же будем нарезать инжир. Но инжир мы обязательно убираем вот эту вот плодоножку, она нам не нужна. И вот так нарезаем полосками. Для того, чтобы все наши орехи и сухофрукты были приблизительно одного и того же размера. Вот так. Я буду продолжать нарезать все остальное.
Рис уже у нас приготовился. Посмотрите, какой рассыпчатый рис получается. Вот так вот, смотрите. Все, мы оставляем в сторонке и займемся сухофруктами. И потом займемся сборкой нашего плова. Выключаем газ, накрываем обязательно крышкой и переходим на сухофрукты. Я уже поставила сковородку для разогрева. Наливаем подсолнечное масло без запаха. Вот так. Добавим сливочное масло. Вот так. И теперь отправляем изюм, черешню и курагу. Жарим на медленном огне. И хочу сказать, что если вы не жарили для плова изюм и вообще сухофрукты, вот один раз попробуйте, я думаю, вам очень понравится. Вы потом в дальнейшем будете всегда обжаривать. Благодаря тому, что мы обжариваем сухофрукты, они, знаете, вот так вот разбухают. Видите, вот потихоньку начинают разбухать. И вкус совершенно другой. И тем более тут есть у нас сливочное масло. Они становятся нежные, очень вкусные. Сейчас немного обжарим, буквально 2 минуты вот в таком состоянии. А в дальнейшем потом отправим вот эти вот орехи. И отправляем уже орехи. Обжариваем. Перемешиваем. И вот так вот обжариваем в течение 3-5 минут. Ой, это уже так ароматно. Все сухофрукты дают свои ароматы друг другу. Смотрите, какая красота получается. Вот так вот, посмотрите, у нас получилось. Поджарили орехи, сухофрукты, все вместе. И пересыпаем вот на такое блюдо, для того, чтобы удобно было потом нам собирать наш плов. Вот так. Приступаем к сборке плова. Мы будем собирать вот в такой вот форме. Застилаем форму пергаментной бумагой. И прежде чем собирать наш плов, обязательно включаем в духовку на 180 градусов для прогрева. Вот так, смотрите, мы застелили пергаментной бумагой форму. И для нашего рецепта нам понадобится вот такой армянский лаваш. Мы кладем лаваш на форму, внахлёст друг на друга. Сначала вот так вот, а следующий лаваш нам для рецепта понадобится 2,5 лаваша. Вот так вот, смотрите. И с этой стороны. Вот крест на крест. А не спасем. Это мы поставим в сторонку. Вот так. У нас должна получиться вот такая вот конструкция. И теперь мы на дно кладем несколько кусочков сливочного масла. Вот так. Вот 2 кусочка и 3-й сейчас еще. Вот так. И теперь поверх масла мы сыпем рис. Я сейчас эту крышку уберу, чтобы нам
не мешало. Хочу показать, какой получается рассыпчатый рис. Вот так. Где-то 3 ложки мы отправляем на наш лаваш с маслом. И у нас будет, знаете, вот так вот послойно. И я потом в дальнейшем покажу, как мы будем собирать в конце плов. Вот так, 3 ложки риса. Далее насыпаем смесь сухофруктов. Вот так. И так далее. Рис, сухофрукты, пока не закончатся рис и сухофрукты. Вот так. Видите, весь рис мы уже насыпали. Поверх риса мы кладем сливочное масло. Вот так. Еще немного. И еще 3 кусочка сливочного масла. Вот так. И остальные наши сухофрукты. Я сейчас уберу вот эти наши противень и тарелку и будем собирать. Поставлю форму вот сюда для того, чтобы вырезать из лаваша вот такую декоративную ручку. Мы будем вырезать длинную полоску вот такую. Смотрите, вот так у нас получается. Вот такая полоска. И уже будем приступать к сборке. Это сюда. Ани, ты перне, держи вот эту полоску. А сейчас нам нужно вот так вот все края лаваша собрать вместе. Вот так, вот так. И вот так. И с помощью вот этой полоски из лаваша мы будем делать вот такой вот узелочек. Так, берем и красиво заворачиваем. У нас тут есть вот такое растопленное сливочное масло. И мы смазываем поверх лаваша для того, чтобы была румяная корочка. Полностью все вокруг смазываем. И наш этот узелочек тоже. За это время уже духовка хорошо прогрелась. Мы сейчас будем отправлять в духовку. И отправляем в духовку при 180 градусах, режим вверх-вниз, на 15 минут до румяной корочки. Наш плов уже готов. Посмотрите, какая румяная корочка получилась. Сейчас немного остынет, и мы переложим на блюдо для подачи. Вот такой плов у нас получился в лаваше. Посмотрите, какой он красивый и по-праздничному выглядит. Обычно такой плов мы готовим на Рождество и на Пасху.
И посмотрите, хрустящая корочка, и рассыпчатый рис, и сухофрукты, и орехи. Все очень вкусно. Сейчас наша Ани попробует и скажет, как ей такой плов. Разрезаем. Вот так вот. Очень красиво смотрится, знаете, вот когда разрезаем и раскрываем лаваш. Вот так ножом разрезаем и вот так раскрываем. Посмотрите, сколько много сухофруктов, сколько много орешков. Вот так. Ани, давай свою тарелочку. Сейчас попробуешь. Видите, какой рассыпчатый рис. Вот такой. Ани, для порции. Приемахчика, занушлины. Они очень нравятся. В нашей семье очень любят такой плов. Друзья, вы тоже попробуйте, готовьте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. Тебе так понравилось, да? Кушай, кушай.